Эти два мира существуют вместе, но очень немногие счастливчики, а может быть и неудачники, обладают способностью видеть то, что происходит по другую сторону баррикад. Среди них были экзорцисты и монахи, живущие в монастыре, которые поклялись своей жизнью бороться со злом во имя Бога. Все они прошли обучение в Академии Истинного Креста, где обучали людей экзорцизму и другим божественным силам. Юкио – типичный золотой ребенок в нашей семье. Он ответственный, подчиняется инструкциям и преуспевает на всех занятиях в школе. Я терпеть не могу таких людей. И это вовсе не потому, что я завидую. Он недавно поступил в университет своей мечты и планирует в будущем стать врачом. Такой же, как он, очень заботится о своем брате и помогает всем, чем может. Кроме того, он уже тайно тренируется, чтобы стать экзорцистом. Рин – его брат-близнец по материнской линии и паршивая овца в нашей семье. Он обычный вспыльчивый подросток, который постоянно попадает в неприятности, куда бы он ни пошел. В основном он перестал посещать школу и вместо этого ходит на работу, однако постоянно что-то напутывает, и его увольняют. На своей последней работе в монастыре он обнаружил, что сумел произвести впечатление на начальника своими кулинарными способностями. Все идет хорошо до тех пор, пока он не натыкается на молодую девушку, которая бегает за своим шарфом. Он ловит его и уже собирается передать ей, как вдруг видит, как странного вида существо хватает его и убегает. Он гонится за ним по всему магазину, пробегая по всем проходам. Это существо видно только ему одному, и поэтому кажется, что он сбивает стопку консервных банок. Он ныряет в воду как раз вовремя, чтобы спасти маленькую девочку от того, чтобы ее раздавило. Ее срочно доставляют в больницу, и ее увольняют за то, что она устроила такой хаос. Он сидит, покачиваясь, и боится идти домой, когда приходит его брат и убеждает его вернуться. В монастыре они видят маленькую девочку и ее отца, которые восхваляют Рина за то, что он им помог. Он комментирует, как его дочь всегда неуклюжа и все портит. Он говорит, что она жалуется и выдумывает истории о привидениях и других вещах. Это провоцирует его, и он начинает читать нотации о том, как ему следует выслушать ее и поддержать, поскольку все это может ей не просто сниться. Отец Фудзимото заставляет его замолчать, но затем объясняет это отцу более спокойно и сдержанно после того, как наделил девочку особым оберегом, отгоняющим зло. После этого он наказал Рина за весь ущерб, причиненный им в магазине. Отец Фудзимото является опекуном двух мальчиков-близнецов. Он воспитывал их с тех пор, как они были младенцами. Он считается самым сильным экзорцистом на планете, и к тому же он обладает способностью видеть насквозь оба царства. Он жесткий человек со строгой дисциплиной и управляет монастырем с сильным руководством и добрым сердцем. Он отвечал за то, чтобы Рин не узнала правду о его прошлом, и запер свой особый меч Курикара в ящике стола. Когда Рин просыпается на следующий день, он выглядывает в окно и видит раи существ из черных шаров, плавающих вокруг. Он выбегает посмотреть, что происходит, но понимает, что никто, кроме него, не знал об этих существах. К нему подходит группа мальчиков. Пару дней назад он отбивался от них. Он видел, как они причиняли вред ни в чем не повинным птицам. Вокруг лидера группы плавает огромное количество существ, а некоторые даже, кажется, вылезают у него из кожи вон. Они уговаривают его пойти с ними на заброшенный участок земли. Он держится на расстоянии и пытается уйти, но когда он слышит, как оскорбляют его брата, он поворачивается, чтобы сразиться с ними. Вожак превращается в мальчика-демона с острыми, как бритва, зубами, козлиными рогами и хвостом. Его друзья удерживают Рина, пока он подносит к его лицу горящий кусок металла. Первоначальный страх Рина перерастает в разочарование и гнев, и со взрывным криком он отправляет мальчиков в полет назад. Он видит, как его тело объято синим пламенем. Когда лидер видит это, он понимает, что Рин на самом деле сын сатаны. Он склоняется перед ним ниц и просит его вернуться в Гиенну, мир демонов. Он слишком сбит с толку, и прежде чем он успевает среагировать, на сцену выходит отец Фудзимото, читающий молитвы и совершающий обряд изгнания бесов. Демон пытается напасть на него, но терпит неудачу и в конце концов изгоняется из тела мальчика. Отец объясняет Рину концепцию двух миров и подтверждает, что он сын сатаны. Он был защищен и находился в безопасности все эти годы, но Афродис Апур, царство зла, теперь осознает его присутствие и теперь начнет преследовать его, чтобы утащить обратно в другой мир. В этом районе начинает появляться еще один демон, так что они быстро убираются оттуда восвояси. Отец Фудзимото продолжает петь молитвы, одновременно хватая Рин и убегая прочь. Куда бы они ни бежали, повсюду из-под земли вырываются группы демонов и монстров. Они продолжают уворачиваться от них до тех пор, пока не добираются до террасы и не сталкиваются лицом к лицу со стаей упырей. Он использует свою святую воду, чтобы испарить их, и они вбегают в здание. Рин думает, что все наконец-то закончилось, но он не может быть более неправым. Это была всего лишь верхушка айсберга. Отец предупреждает его, что когда Майк упадет, ему придется столкнуться с множеством свирепых демонов. Тем временем главарь банды совсем забыл о своей одержимости. Его друзья пытаются напомнить ему об этом, и вдруг он начинает разговаривать сам с собой и снова превращается в своего одержимого я. Демон вернулся в его тело, и он готов снова выследить Рин. Они направились в монастырь, где другие монахи уже наложили заклинания по всей территории поместья, чтобы создать магический щит, который защитит их от любых демонов. Отец Фудзимото ведет Рин вниз по потайной лестнице. Он вручает ему Курикару, меч, в котором заключены все его демонические силы. Ему говорят не обнажать меч без крайней необходимости, так как только он превратится в демона, ему может быть трудно вернуться в человеческий облик. Он задается вопросом о природе своего брата и выясняет, что силы сатаны должны были быть разделены между двумя близнецами. Однако, поскольку Юкио был слаборазвитым ребенком,
все силы перешли к Рин. После их рождения они были отданы в монастырь, чтобы их защищали и заботились о них. Демоны продолжают бить по щиту, но недостаточно сильны, чтобы прорваться сквозь него. Предводитель прибывает на место происшествия и угоняет грузовик, на котором он врывается в монастырь, позволяя другим монстрам тоже проникнуть внутрь. Отец Фудзимото вручает ему телефон, в котором сохранен только один номер, а затем закрывает за ним дверь, чтобы держать его подальше от монстров. Монахи готовятся к бою и произносят несколько заклинаний, чтобы отразить атаки врага. Поначалу им удается защититься от второстепенных демонов, но когда их предводитель превращается в чудовищного козла, у них остается не так уж много шансов. Он собирается убить их всех, когда Рин выходит и поражает его своим пламенем. Затем вмешивается отец Фудзимото и тренирует демона от мальчика, оставив его без сознания. Рин и ее отец начинают ссориться, и в их адрес произносится целый ряд оскорбительных вещей. Рин ведет себя очень драматично и угрожает покинуть это заведение. Он пытается остановить его, но борьба между ними причинила боль его душе и ослабила его разум, позволив сатане воспользоваться этим и завладеть его телом. Он оборачивается и видит, как тот рушится на землю, когда его истинный отец входит в мир людей. Он слышит глубокий голос, исходящий из уст отца Фудзимото. Сатана на протяжении веков безуспешно пытался проникнуть в это царство, но никогда прежде не находил тело носителя, которое просуществовало бы достаточно долго. Он называет Рина своим сыном и Шрухарой Гихной и велит ему вернуться обратно в темное царство, чтобы вместе они могли завоевать Азию. Он создает врата в темный мир и начинает затягивать его в него. Поскольку рядом больше никого нет, кто мог бы помочь, священник собирает всю свою силу воли, чтобы бороться с сатаной, и закалывает себя ножом, чтобы пожертвовать своим телом и спасти Рин. Его план срабатывает, тело обмякает и падает во врата гиенны. Рин вытаскивает запретный меч и разрезает врата, создавая огромное количество голубого пламени. Ему удается остановить засасывание тела внутрь. Юкио добирается до монастыря и видит своего мертвого отца, лежащего на земле. После похорон Рин решает позвонить по номеру, который был сохранен на телефоне. Телефонная трубка уже находится там. Он представился как Мефисто, директор японского филиала Академии Истинного Креста. Он верит в то, что является сыном сатаны. Дождь представляет слишком большую опасность для всего мира и должен быть устранен, поэтому он предлагает ему 3 варианта действий. Они могут убить его, он может убить их всех и сбежать, а может покончить с собой. Он не соглашается ни на что из этого, и вместо этого просит поступить в академию и выучиться на бывшего конюха. Даже несмотря на то, что по натуре он демон. Он считает отца Фудзимото своим единственным настоящим отцом и клянется убить сатану и отомстить за смерть своего отца, после стажируясь в академии. Убежденный своей речью, Мефисто дает ему шанс стать экзорцистом и искупить свою вину. Ранним утром следующего дня Рин готовится к отъезду в свою новую школу-интернат. Юкио вернулся, чтобы навестить могилу своего отца, а Мефисто приезжает в монастырь на длинном ярко-розовом лимузине, чтобы забрать мальчиков. Как только Юкио доберется до монастыря, они отправятся в академию. Школа расположена на соседнем острове, и к тому же в ней есть множество различных зданий для изучения самых разных дисциплин. Это ультра-роскошный отель с эскалаторами в коридоре, люстрами в столовой и классными комнатами размером с бальные залы. Они посещают утреннее собрание, и, к удивлению Рин, Юкио выбирают в качестве их представителя для новичков после сдачи вступительных экзаменов. У него уже есть огромное количество последователей в школе. Он меньше всего интересуется дневными занятиями и хочет посещать только занятия для экзорцистов. Прогуливаясь по школе, он видит собаку и следует за ней в сад, где она превращается в директора академии. Предупредив его, чтобы он держал свою личность в секрете, он дает ему специальный ключ для доступа в классные комнаты для его обучения. Затем они направляются в его первый класс по потайному коридору за одной из дверей в сад. Мефисто снова превращается в собаку и сопровождает его в класс. Это приводило в замешательство детей гораздо младше него. Некоторые из них уже обрели способность видеть демонов, в то время как другим еще предстоит пройти этот обряд посвящения. Несколько мгновений спустя входит инструктор фармацевтического класса, и когда Рин поднимает глаза, он потрясен, увидев там своего брата. Он представляется и говорит классу, что все они будут учиться видеть демонов с помощью специальной жидкости, которая вызывает гоблинов. Рин продолжает сходить с ума и требует объяснений от Юкио по любому поводу. После того, как ему не удалось успокоить его, он отправляет остальных учеников класса на улицу и разговаривает с ним. Холодным и отстраненным тоном он рассказывает ему, как ему удавалось видеть демонов с самого рождения и помогать ему бороться с ними. Отец Фудзимото допустил его к занятиям по изгнанию бесов в очень юном возрасте. Он быстро овладел этим искусством и сейчас занимает высокий пост в академии. Юкио винит Рина в смерти их отца. После этого начинается драка, которая приводит к тому, что жидкость гоблинов падает вниз и вызывает сотни летающих монстров. Юкио вытаскивает свой пистолет и убивает их всех без каких-либо усилий, продолжая спорить с ним. Он выхватывает свой меч и бросается на него, но в последний момент пробегает мимо него и убивает большого гоблина, чтобы спасти своего брата. Он приносит ему извинения и объясняет,
объясняет, как он пытался спасти его и что он тоже по-настоящему любил его. Он поступил в академию с целью стать сильнее, чтобы иметь возможность сразиться с самим сатаной. Юкио смягчает свое сердце и прощает его, занятия продолжаются, и в конце дня они возвращаются в свою общую комнату в общежитии. Юкио будет исполнять обязанности его надзирателя, чтобы держать его под контролем. Неделя в академии продолжается, и Юкио занят тем, что пытается заставить своего брата сосредоточиться на учебе. У них постоянно возникают мелкие ссоры по поводу учебы и других вещей. Юкио вызывают на консультацию в кампус, и он спрашивает, можно ли ему присоединиться к ним. И хотя поначалу его просьба отклоняется, он продолжает настаивать и присоединяется к нему на поле боя. В академии полно ловушек для демонов, поэтому каждому человеку требуются специальные ключи для доступа в разные части кампуса. Они направляются в единственный магазин экзорциста на территории кампуса, и он просит его подождать снаружи, не двигаться оттуда и ни к чему не прикасаться. Будучи таким же любопытным подростком, каким он и является, он выбегает оттуда и поднимается по лестнице. Она ведет к воротам, которые падают, когда он к ним прикасается. Внутри раскинулся роскошный сад с различными цветами и кустарниками, разбросанными по всей территории. Посередине сидит девочка и ухаживает за садом. Она приходит в ужас, когда падают ворота, так как это означает, что он демон. Она пытается убежать, но не может этого сделать из-за своих ног. Он пытается успокоить ее и показать ей, что он неплохой человек, помогая ей в саду и рассказывая истории о себе. Шими – дочь владельца магазина. Она выросла вместе со своей бабушкой, которая научила ее всем премудростям садоводства. Однако несколько месяцев назад с ее бабушкой произошел трагический несчастный случай, и она скончалась. С тех пор она целыми днями не отрывается от работы в саду. Она до сих пор считает себя виноватой в своей смерти и пытается обрести покой, ухаживая за растениями. В один роковой день она слышит голос, доносящийся из-под земли. Когда она начинает искать его, то понимает, что это один из пурпурных цветков разговаривает с ней. Это более слабый зеленый демон, который вселяется в растение, но может проникать в людей посредством разговоров. Он заманивает меня на разговор, рассказывая о своей бабушке и благополучии ее растений. В течение нескольких недель этот демон высасывает жизненную силу из ее ног, в результате чего она не может ни ходить, ни пользоваться своими ногами. Ее мать водила ее к разным врачам, но так и не поставила никакого диагноза. В конце концов она позвонила Юкио, чтобы та взглянула на нее. После осмотра он подтвердил, что причиной всех этих неприятностей является демон в саду. Он пытается заставить ее покинуть сад, но она отказывается уходить и в конце концов падает в обморок. Придя в сознание, она снова выходит на улицу, чтобы полить растения. Рин видит ее и говорит, что ей нужно остановиться, иначе она может навредить себе. Когда она рассказывает ему о своей вине, он способен посочувствовать ей и обещает убить демона. Юкио тоже возвращается к охраннику и готовится изгнать демона, но монстр Гринмён приходит в возбуждение и привязывается к ней, чтобы использовать ее в качестве щита. Он вытаскивает свой меч и одновременно достает пистолет. Демон слишком быстр для него и уклоняется от всех атак, подставляя ее под удар своего меча. Юкио угрожает застрелить их обоих и нажимает на спусковой крючок. Пуля попадает в нее, и пока демон отвлекается, Рин приступает к последнему кусочку мяса. Шими идет извиниться перед своей матерью, и ее ноги снова начинают функционировать. После событий той ночи она решает посещать занятия по экзорцизму и становится одноклассницей Рин. Рин проводит большую часть своего времени на занятиях, мечтая наяву, и никогда не может сосредоточиться на том, чему его учат. В самом последнем тесте он ужасно провалился, и другие ученики в классе над ним издеваются. Он заметил, что один мальчик, в частности Субару, часто бросает на него косые взгляды и плохо отзывается о нем. Поначалу на него производит впечатление его внешность с крашенными волосами, проколотыми ушами и смелой одеждой, но он начинает расстраиваться, когда тот продолжает грубо с ним обращаться. Сигура – самый одаренный ученик в классе, который отлично справляется со всеми тестами и практическими занятиями. Он трудолюбивый и целеустремленный ученик, который полон решимости стать мастером экзорцизма как в священных текстах, так и в артиллерийских боях. 16 лет назад на его деревенский храм напали сатана и его демоны. Все монахи были жестоко убиты и охвачены синим пламенем. Это был испуганный ребенок, которого отбросило в угол, когда все это произошло. Удар пришелся в висок, он был полностью сломан, и вскоре беспокойство по поводу этого распространилось повсюду. Люди начали звонить в проклятый храм. Шугар пришлось искать новое место для жизни. Старый монах водил его от дома к дому, прося приюта, но так как он был частью проклятого храма, все были слишком напуганы, чтобы принять его к себе. В тот день он поклялся стать настолько сильным, насколько это возможно, чтобы он смог победить сатану и восстановить свой храм. Он считает, что Рин несерьезно относится к своей работе и советует ему покинуть академию, если он просто хочет пошалить. Он постоянно пытается затеять с ним драку и запугивает его за все подряд. Когда Рин и Шими гуляют в саду, он дразнит их, и они сталкиваются лбами. Их друзья понимают, что у них чрезвычайно схожие высокомерные натуры. Следующий урок будет посвящен спасению от чудовищных лягушек под присмотром учителя. Эти лягушки обладают способностью читать эмоции своих врагов, глядя им в глаза. Они могут обнаружить страх, гнев, разочарование и другие эмоции, которые затем используют для победы над врагом. В середине урока учительницу вызвали на какую-то работу. Он велел классу держаться подальше от арены и не вступать в бой с лягушками. Друзья Стугура рассказывают Рину о его пасе и просят быть с ним помягче,
мягче, и он понимает, что они действительно во многом похожи друг на друга. Тем временем учитель просит его держаться подальше от Рина и не ввязываться ни в какие драки. Однако мальчики-подростки прислушиваются только к своим собственным незрелым инстинктам. Как только учитель уходит, он бросает ему вызов сразиться с лягушками-монстрами и доказать свою состоятельность и решимость стать экзорцистом. Он говорит ему, чтобы он прикоснулся к одной из лягушек и вернул ее живой, если он хочет, чтобы издевательства прекратились. Рэй знает, что он не может использовать свой меч перед классом и может оказаться в невыгодном положении, что может привести к его смерти. Поэтому он отказывается от борьбы и пытается отойти подальше оттуда. Субару все еще злится и решает доказать свою состоятельность, выйдя на арену. Он подходит к лягушке, смотрит ей прямо в глаза, и его эмоции начинают меняться от гнева и раздражения к страху и обратно к разочарованию. Лягушка находит момент слабости и открывает пасть, чтобы напасть на него, но Рин прыгает перед ним и закрывает ей пасть. Обладая своими демоническими способностями, он способен контратаковать движение лягушки и полностью подвергнуть ее опасности, чтобы спасти их обоих. Они продолжают спорить, не подозревая о том, что Юкио все это время наблюдала за ними. Семестр уже почти подошел к концу, и все студенты должны сдать экзамен, чтобы получить квалификацию действительного кандидата в экзорцисты. Перед тем, как явиться на экзамен, все они посетят тренировочный лагерь под руководством Юкио. Он раздает им бланки, в которых они могут выбрать, к какому типу мастеров они готовятся. К ним относятся драгуны, экзорцисты, которые сражаются с демонами с помощью огнестрельного оружия и другой тяжелой артиллерии, область. Те, кто использует священные тексты и священные писания для борьбы с рыцарями, искусные фехтовальщики, врачи, такие как Юкио. Являются экзорцистами, они используют заклинания и зелья, чтобы изгнать демонов, и, наконец, укротителей, тех, кто призывает демонов поменьше, и использует их для борьбы на своей стороне со злом. Рин склоняется к выбору рыцаря, так как у него уже есть меч, в то время как Субару занимается областью драгумина. На последнем занятии этого дня основное внимание уделяется вызову демонов с помощью листа заклинаний и подходящего песнопения. Далеко не каждый способен овладеть этим навыком. Первая ученица в классе, призвавшая демона, это Изума, девушка с фиолетовыми волосами и дива. Она обладает сильной волей и происходит из благородного рода женщин. Тем не менее, она чрезвычайно жестока по отношению к другим студентам и смотрит на других свысока. Увидев, как она овладела заклинанием и вызвала двух белых лисиц, Шими решает попробовать сделать это в следующий раз. Ей удается вызвать маленького растительного демона. Это детеныш зеленого человечка, и очень редко кому-то удается их приручить. Ее прошлое, связанное с садоводством, очень помогло ей в этом. У нее до сих пор нет друзей в классе, и она не хочет просто полагаться на Рин, поэтому после урока она бежит за двумя девочками, чтобы попробовать поговорить с ними. Они игнорируют ее, но после долгих уговоров Изума решает позволить ей быть ее другом, если она будет следовать всем ее указаниям. Она соглашается и в конечном итоге ведет себя как горничная для нее, носит ее сумку, приносит ей все, что ей нужно, и выполняет любые другие задачи, которые она просит. Она просто счастлива быть ее подругой и не понимает, что с ней плохо обращаются. Учебный лагерь начинается в общежитии для мальчиков. После короткого знакомства с лагерем студенты освобождаются на весь вечер. Девочки решают пойти умыться, но Адзума не разрешает ей присоединиться к ним и заставляет ждать снаружи. Рин находит ее на улице и пытается помешать ей вести себя как девочка на побегушках, но она злится и убегает. Он следует за ней по пятам, как вдруг они слышат громкий крик, доносящийся из туалета. На потолке появляется огромный демон с двумя лицами и извергает ядовитую жидкость, которая падает на нее и обжигает кожу. Она падает в обморок, и Изума быстро вытаскивает свое заклинание, чтобы призвать лис, но когда они обнаруживают страх в ее сердце, они поворачиваются и готовятся напасть на нее. Рин бросается к ним и наносит им удары, а затем быстро рвет бумаги, чтобы убить лис. Он должен держать свою личность в секрете, и поэтому должен сражаться с демоном только голыми руками. Шими бросается ей на помощь и, используя своего демона-зеленщика, призывает особый вид травы, которую прикладывает к своим ожогам, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение кожи. Он не в состоянии сопротивляться, и его толкают на землю. К счастью, вовремя появляется его брат и стреляет в демонов, прогоняя его прочь. Она просыпается и благодарит их за то, что они спасли ей жизнь, а затем решает уволиться из академии. Возможно, физически она и пережила это нападение, но морально с ней было покончено. Изума просыпается от ужасающего кошмара. Вместо того, чтобы снова лечь спать, она берет свитер Рина и встречается с ним в холле, чтобы вернуть его. Она предупреждает его, чтобы он никому не рассказывал о том, как она немного взбесилась и плакала после вчерашнего нападения. Он просто счастлив получить обратно свой свитер и говорит ей, что не собирается этого делать. Юкио и Рин пытаются выяснить, как демону удалось проскользнуть сквозь ловушки. Они решают, что на данный момент им лучше всего просто быть настороже. Он лежит на террасе и прокручивает в голове прошлое. Когда Шими натыкается на него, она сушит белье, чтобы попытаться всем помочь. Позже в тот же день на занятиях Изума очень рассеяна и погружена в свои собственные мысли. Когда учительница обращается к ней с просьбой дать правильный ответ, если она не может дать правильный ответ, Субару вмешивается и произносит правильный ответ, чтобы поиздеваться над ней. Она заводится, и они начинают спорить перед всем классом, они бросают оскорбления друг в друга, и в конце концов в самый разгар их драки Рин получает удар. Юкио застает их всех дерущимися и наказывает весь класс за то, что они ссорятся между собой вместо того, чтобы объединиться. Как экзорцисты, они должны ладить друг с другом, так как не могут действовать самостоятельно в драке и должны полагаться друг на друга. Он отправляется на задание, и их споры продолжаются до тех пор, пока не погаснет свет. Розоволосый пытается вести себя очень храбро и пойти проверить, не доносится ли шум снаружи. Кто-то ударил его рукой в лицо, просунувшись через дверь. В
конце концов, любопытство действительно убивает кошку. Тот же самый вурдалак, что и накануне, вернулся, чтобы напасть на них. Он выплевывает свой яд на них всех. Сима использует своего питомца, чтобы вызвать огромную виноградную лозу, которая пронзает демона и образует вокруг него клетку. В результате этого она раскалывается пополам и образует двух отдельных монстров. Весь класс начинает болеть от яда, но на Рин это никак не влияет. Увидев монстра, пытающегося прорваться через тюрьму, он решает догнать его и увести подальше от класса. Ему удается привлечь его внимание, и оно преследует его по коридору. Он пытается найти источник питания, чтобы снова включить свет и убить демонов. Он вынужден использовать свои демонические способности и попадает в ловушку Игоря, преподавателя академии, который проверяет, действительно ли он был сыном сатаны. Остальным ученикам класса осталось разобраться со вторым монстром. В эту группу входит мальчик с розовыми волосами, лысый, травмированная девочка, садовник и чересчур самоуверенный подросток. Они используют все те небольшие знания, которые получили на занятиях, и начинают распевать гимны и стихи. Она призывает Лис обратно, на этот раз без всякого страха, и нападает на упыря вместе с песнопениями других одноклассников. Им удается убить его. Мефисто входит в комнату вместе с другими учителями, которые там прячутся. Он рассказывает, что все это нападение было неожиданным испытанием для класса, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Он поощряет их всех и дает им время оправиться от полученных ран. Юкио рассказывает своему коллеге о нападениях прошлой ночью и его попытках раскрыть истинную природу своего брата. Он говорит, что просто выполнял приказ рыбака, чтобы посмотреть, насколько сильным на самом деле был Рин и смогут ли они использовать его способности себе на пользу. Эгор один из тех, кто остался в живых после того, как сатана убил всех монахов. Его тело было захвачено и использовано для убийства всей его семьи. Он выжил с постоянно испуганным взглядом. С тех пор он питает глубоко укоренившуюся ненависть к сатане и поставил целью своей жизни убить его и все, что ему принадлежит, включая Рин. Разговаривая с Шими в магазине о ее пути в академии, они начинают вспоминать прошлые первые дни о том времени, когда он был экзорцистом. Во время разговора он понимает, что Эгор собирается убить своего брата и выбегает оттуда в общежитие. Эгор входит в комнату Рин и вытаскивает большое копье, которым он протыкает Рин. К его удивлению, это была всего лишь приманка и просто стопка подушек. Юкио вовремя сумел оттащить его в комнату Шими. Он нападает на него с тем же самым копьем и пускает кровь, чтобы вызвать своих демонов. Он отбивается, стреляя в них из своего пистолета и следуя за ним на террасу. Рин слышит громкие звуки и подбегает к нему. Он создал магический круг и призвал очень сильного демона, чтобы тот убил Юкио. Он почти побежден, когда появляется его брат и пронзает его ножом. Но с помощью Игоря он захватывает его в плен и чуть не убивает, когда он разрывает магический круг и изгоняет демона прочь. Айвор не намерен останавливаться и полон решимости убить сына сатаны, но его превосходят численностью, и он решает на какое-то время уйти, предупредив его, что найдутся и другие люди, которые придут, чтобы убить его. Шими наконец-то добирается до террасы и использует свои силы, чтобы залечить его раны. На праздновании на следующий день Мефисто приносит извинения за поведение Игоря. Все они до сих пор не знают о его истинной личности, сыне сатаны, который стремится захватить контроль над Азией, царством людей. Братья сидят в своей комнате и страдают от жары. Ему скучно, и он просто хочет принять участие в какой-нибудь миссии. Они начинают спорить, и он бьет его и разбивает его очки. Юкио вызвали на задание, и он следует за ним, даже несмотря на то, что ему было приказано этого не делать. На соседнем мосту кошка одичалой уничтожает все вокруг себя. Ни один из хозяев не в состоянии ее контролировать. Они применили против нее всевозможные виды атак, а также десятки транквилизаторов, зелий, заклинаний и других средств. Это немного ослабляет ее, но не настолько, чтобы остановить от нападения на них. Это просто не какая-нибудь кошка, а демоническое животное по имени Кира. Много лет назад оно жило в святилище в лесу. Однажды оно наблюдало, как все это место было разрушено и сожжено дотла адским пламенем после нападения гиены огненной. Оно потеряло всех своих опекунов и не смогло справиться с одиночеством. Чтобы справиться с этим горем, оно начало сеять хаос в соседней деревне. Жители деревни не могли видеть кошку из-за ее демонической природы. И поэтому, когда вещи начали ломаться и падать без какого-либо разумного объяснения, они поверили, что на них наложено какое-то проклятие. Мы позвали деревенского шамана, но он тоже ничем не помог. В конце концов прибыли отец Фудзимота и его монахи, и вместо того, чтобы убить демона, он укротил его и успокоил. Он стал его компаньоном и жил вместе с ним. Узнав о его смерти, Куро снова впал в полную ярость и начал нападать на все вокруг. Рейн вспомнил, что это шкатулка, которую дал ему отец на случай, если это когда-нибудь случится с Куро, он передает ее своему брату. А затем отступает назад, чтобы позволить ему разобраться с ситуацией. Однако через мгновение он решает использовать свой демонический голос для общения с самим котом. Обычно он объясняет, кто он такой и что не желает никому зла. Кот приходит в бешенство и никак не может переварить тот факт, что отца Фудзимона действительно больше нет. Рин продолжает утешать его и протягивает руку дружбы вместо того, чтобы прибегнуть к насилию. Кот начинает плакать и мяукать, но в конце концов успокаивается. Мефисто и его брат, другие сыновья сатаны,
следят за ситуацией из соседнего здания. Тем временем Юкио открывает шкатулку, полученную от своего отца. Это особое лакомство, специально созданное для кота. Куро взволнованно подпрыгивает вверх-вниз ради серебряной виноградной лозы, и в конце концов он наливает ее ей. Теперь она их домашнее животное. Академия отправляет Рин, Изума и Ринзо на их первую миссию в прибрежный район неподалеку. В город поступило несколько жалоб на морское чудовище. Она пошла поплавать, и в конце концов у нее свело ногу судорогой, но ее спас невысокий мальчик, который плавал неподалеку. Он представился Йоханом и рассказал, что 6 месяцев назад его отец отправился на встречу с морским чудовищем Кракеном. Он так и не вернулся, и никто не знает, что с ним случилось, все предполагают, что он был убит. Пока они ждут на пляже, Кракен появляется снова, и Йок прыгает в воду, чтобы сразиться с ним и отомстить. Чудовище разрушает мост своими гигантскими щупальцами. Он выстрелил ему в голову из арбалета, когда плыл туда на лодке. Он поворачивается, чтобы напасть на него, и как раз вовремя Рин удается спасти его от утопления. Они слышат, как кричит мужчина, это отец Джохэ, который жив и здоров. Он говорит им, что он дружелюбный демон и не нападет на них, если они отступят назад. Миссия завершена, и группа возвращается обратно в Академию Истинного Креста. Для выполнения следующего задания студентов отвезут в парк развлечений Мефисто. Уже несколько раз было замечено привидение, которое бродило по парку. Это юный озорной мальчишка, который повсюду разыгрывает свои шалости. Класс делится на команды по 2 человека, и перед ними ставится задача найти призраков. В случае, если какая-либо команда обнаружит их, они должны немедленно сообщить об этом одному из учителей. Рин и Шими работают в паре друг с другом. Они оба нервничают и испытывают неловкость от того, что работают в одной команде. Шими с нетерпением ждет возможности посетить парк развлечений, так как ее социальная тревожность никогда не позволяла ей посещать его в детстве. Прогуливаясь по парку, они натыкаются на карусель. Она начинает вращаться сама по себе, что означает, что поблизости находится привидение. Можно увидеть маленького мальчика, сидящего верхом на одной из лошадей, он рыдает, и как только она обращает на него внимание, он бьет ее и убегает. Они пытаются погнаться за ним и приземляются рядом с зеркальным домом. Она входит в него и пытается следовать за его голосом, но ей мешают зеркала. Призрак ведет ее к аттракциону Кубок и разгоняется до максимума, вызывая у нее тошноту. Когда к ней наконец возвращается самообладание, она следует за ним в яму для игры в мяч и наконец умудряется схватить его. Тем временем Рин ждет снаружи и пытается связаться с учителями. Его меч украден его братом-демоном, который проверяет свои способности по отношению к мечу, в результате чего его тело вспыхивает синим пламенем. Он играет с ним и дразнит его мечом во время катания на американских горках. Без меча его легко избивают, и только после того, как его прижимают к земле, он по-настоящему начинает сопротивляться. Он высвобождает свои демонические силы и наносит ответный удар. Один из стержней вонзается в надувной домик, чуть не задушив Шими. Рен бросается ее спасать, но в него попадает Маймон. Он уже собирается сломать свой меч, но его останавливает стоящая неподалеку девушка, которая выхватывает свой собственный меч. Поняв, что его одолели, решает пока сбежать. Эта девочка необычная студентка, она мастер-экзорцист, который когда-то преподавал в академии. В настоящее время она является инспектором академии. Рину стыдно за то, что он потерял контроль над своими способностями и сошел с ума. Он чувствовал себя крайне слабым и едва мог дать отпор своему брату-демону. Он должен был сделать все возможное, чтобы повысить уровень своей подготовки, если хотел получить хоть какой-то шанс победить сатану. Призрак благодарит Шимея за то, что тот поиграл с ним, а затем исчезает. Инспектор Шура был послан Ватиканом для проверки возможной связи между Рин и Гиенной. Она скрывает свою личность и проникает в академию в качестве преподавателя. Когда-то она была ученицей отца Фудзимото. Он обучил ее тому, чтобы она стала мастером-рыцарем, и она питает к нему огромную любовь и уважение. Перед смертью он попросил ее присматривать за его сыновьями, оберегать их от неприятностей и любой опасности. Она должна научить его правильно владеть мечом и использовать свои способности. Она тащит Рин в учительскую, где ее уже ждет Мефисто, чтобы поприветствовать. Она задается вопросом, почему он использовал академию для того, чтобы спрятать сына сатаны. Он утверждает, что укрывает его только в качестве оружия против Гиенны Огненной. Тем не менее, она обязательно сообщит обо всем этом в Ватикан. В случае, если их догадка верна и он действительно был отродьем сатаны, ее инструкциями было устранить его как можно скорее, но она не знает, как поступить дальше. Из-за ее обязательства перед отцом Фудзимото защитить его от любого вреда. Шура решает испытать его на себе и отводит в изолированную комнату. После того, как она отвлекла его рассказом, она крадет его меч прямо у него из-за спины. Допрос продолжается, в то время как Юкио и остальные вынуждены беспомощно ждать снаружи. Она извлекает из своего тела специальный меч и говорит ему, что сегодня она покончит с его жизнью, а затем посылает в его сторону ударную волну от меча. Он получает удар и отлетает назад. Не успев опомниться, она снова наносит ему удар. Когда он слышит, как она оскорбляет его отца, в нем вспыхивает новая ярость, и он начинает сопротивляться. Она призывает змей и пронзает его мечом. Рин кричит на нее и рассказывает о своих намерениях убить сатану и отомстить за своего отца. Она смеется над ним, но понимает, что он был искренен и действительно любил отца Фудзимонда.
Зная, что он сражался на стороне человеческого царства, она отпускает его и дает ему шанс проявить себя. Рин сидит на крыше со своей кошкой и вспоминает слова своего отца о том, чтобы быть уравновешенной личностью и контролировать свои действия по отношению к другим. Он использует свое свободное время для тренировок с Куро. Шура берет на себя обязанности преподавателя одного из их классов. Рин начинает посещать его занятия и сосредотачиваться с новым настроем. Начинаются летние каникулы, и весь класс отправляется на трехдневные учения в лес. Мальчики отправляются ставить палатки и собирать дрова, в то время как девочки рисуют магический круг вокруг лагеря, чтобы уберечь их от любого вреда. Рин вызвалась приготовить им ужин, пока они все сидели вокруг, и Ики понял, что впервые в жизни у него есть люди, которых он действительно может назвать друзьями. Их первая задача в лагере – найти и достать специальные фонари, которые были спрятаны по всему лесу. Им выдают ограниченное количество припасов в рюкзаках, и они должны использовать свои навыки и способности, чтобы преодолеть препятствия и вернуть фонарь обратно. Им удалось найти только 3 фонаря. Миссия состоит в том, чтобы каждый человек был сам за себя, что дает им меньше шансов на выживание. Все они отправляются в лес поодиночке и почти мгновенно подвергаются нападению мотыльков. Используя различные приемы, они убегают от насекомых, но на Шими нападает еще один монстр. Она кричит о помощи. Рин бросается к ней и, сам того не осознавая, выпускает свое голубое пламя. Он пытается привести ее в чувство, когда входит Сугуру. Он тоже услышал крик и пришел на помощь. Через несколько минут собираются еще несколько человек. Они решают поддержать друг друга и вместе выполнить задание. Когда они добираются до первого фонаря, становится очевидным, что самостоятельно транспортировать его будет невозможно. Они берут тележку и придумывают план, как ее перевести. Как только зажжется фонарь, демон оживет и попытается сбежать. Они используют заклинание, чтобы парализовать его. 2 другим людям поручено отгонять мотыльков, в то время как Рин использует свою силу, чтобы тащить тележку. Этот план успешно срабатывает до тех пор, пока они не добираются до ручья, кишащего змеями. Им нужно придумать новую стратегию. Они позволяют фонарю преследовать Шими через ручей до того, как Лысый снова подвергнет его опасности. Рин случайно ломает мост и пробуждает демона-мотылька. Своими гигантскими антеннами захватывает его руки и ноги в плен. Весь класс собирается вместе, чтобы бороться за его безопасность. Они работают сообща, используя комбинацию различных заклинаний, и в конце концов им удается победить муфту, но их фонарь убегает. После долгой погони его снова хватают и сажают на повозку. Рин благодарит Сугуро за его помощь, но он отмахивается от этого как от не более чем уплаченного долга. Он ценит его за то, что у него такие же амбиции и желание убить сатану, и хвалит его навыки борьбы со злыми демонами. Он также говорит ему, что ему нужно избавиться от своей привычки пытаться победить все самостоятельно и научиться обращаться за помощью к своим друзьям. На самом деле, если бы у него и был хоть какой-то шанс победить сатану, то только с помощью других людей. Остальные одноклассники соглашаются с ним, и они возвращаются в лагерь. Когда они добираются до лагеря, то видят, что остальные члены класса уже вернули 2 других фонаря. Шими начинает чувствовать себя неловко, а когда они поднимают глаза, то видят, как там приземляются Маймон и его чудовищный питомец. Он вернулся, чтобы вызвать Рин на еще один бой, и с помощью петард заставил Юкио покинуть стройплощадку. Мефисто сидит на своем плавучем троне, потягивает чай и наблюдает за разворачивающимся боем. С помощью силы магического круга Шура призывает демонических змей и создает мега-взрыв, от которого он и его питомец улетают вдаль. Они заканчивают тренировку и начинают готовиться к атакам брата дьявола. Она обливает каждого из них, кроме дождя, святой водой, чтобы свести к минимуму ущерб, который они могут понести. Юкио все еще застрял в лесу, сражаясь с монстром-мотыльком. Она не слишком беспокоится из-за их защиты, но все же возвращает ему его меч, чтобы у него был полный доступ к своим способностям, если придет время. Шими, похоже, впадает в транс и начинает идти к концу круга. Демон показывает, что она находится под его контролем из-за атаки паразитов. Ридин бежит за ним, чтобы спасти ее, пока она останавливает питомца монстра. Он нападает на него со своим мечом в чехле и в конце концов врезается в землю. Остальные видят, как он борется, и покидают магический круг, чтобы помочь ему. 3 мальчиков подбегают к ним и запускают с большой высоты пылающую хлопушку. Однако даже вместе у них нет никаких шансов выстоять против него, и они быстро терпят поражение. Рин вынужден вытащить свой меч и раскрыть свою истинную личность, чтобы спасти своих друзей. Он вспыхивает синим пламенем, и демон отпускает Субару и бросается за ним. Они используют это время для того, чтобы исцелить Шими и унести ее прочь. Битва продолжается, и он побеждает Мамону, но теряет контроль над собой и впадает в неистовство. Все это заканчивается тем, что его меч трескается и ломается. Рин направляется к своим одноклассникам с яростью в глазах, но успокаивается и возвращается к своему обычному состоянию, когда она обнимает его. Все это событие видел Артур Энджел, который является сотрудником Ватикана. Его охранники захватывают Рина в плен, а он держит Шуру за спину своим мечом. Он получил приказ вернуть Мефисто обратно, так как в Ватикане против него будет проведено дисциплинарное слушание, и она будет свидетельницей. Они также будут сажать в тюрьму сына сатаны. Он передает меч Юкио и идет вместе с ними. Вся группа садится вокруг кровати, пока их учитель рассказывает им правду о Рине и его прошлом. Они потрясены, но все еще верят в своего друга. После долгих обсуждений они выясняют, что его меч был сделан в том же самом месте, где вырос Субару. Если бы они могли отвезти его туда и починить, то, возможно, смогли бы сдержать его силы и спасти
спасти от казни. Они обдумывают этот план и потихоньку соглашаются помочь ему выбраться и спасти ему жизнь. Они добираются до деревни Киото, и его сестра выбегает навстречу, чтобы обнять его. Когда они объясняют причину своего приезда, она говорит им, что хотя меч можно было бы починить, этот металл нелегко достать. Никто из ныне живущих не знает, где и как добывают этот древний металл. Сугура помнит старый сгоревший храм, в котором сохранились остатки гвоздей, сделанных из того же материала, поэтому они направляются туда на трамвае, чтобы забрать их. Оказавшись внутри храма, статуи богов разговаривают с ними и пытаются убедить их, что спасать Рин не стоит, и что он это только причинило бы еще больше боли и страданий всему миру. Они начинают верить в свои слова, когда остальные бросают заколдованные карты в статуи и разрушают заклятия. Они приходят в себя, чтобы сразиться с ними, и если у них есть шанс, они изгоняют демонов из статуй. Монахи оживают и передают им гвозди, в которых они нуждались, которые они возвращают своей сестре, которая чинит сломанный меч. При дворе в Ватикане Рина держат в специальной клетке для демонов, в то время как Фиста заставляют защищаться. Он объясняет, как планирует использовать его в качестве оружия против сатаны, чтобы защитить человеческое царство. Они не могут ему поверить, но когда суд подвергается нападению подземного демона, он пользуется возможностью заключить пари и убеждает их увидеть истинную силу сына сатаны и как его можно было бы использовать в своих интересах. Они согласны с тем, что многие демоны действительно доказали свою полезность на протяжении веков, поэтому они дают ему один шанс доказать свою состоятельность. По мере того, как меч чинится, он постепенно приходит в сознание в тюрьме. Амон и его питомец предпринимают последнюю атаку, чтобы победить Рина раз и навсегда. Его друзья прибывают ко двору с мечом и уворачиваются от демона, чтобы добыть меч для него. Когда он наконец-то держит его в руках, он пробуждается и убивает брата демона одним мощным ударом. Артур Энджел вытаскивает свой меч, чтобы убить Рин, но старейшины двора передумали и попросили его уйти в отставку. Мефисто возвращается в академию и проводит специальное собрание персонала, чтобы сообщить ему о том, что сын сатаны учится в их школе. Он видит в нем огромный потенциал и сделает все возможное, чтобы из него получился лучший экзорцист из всех возможных. Рин должен беречь свой меч, так как починить его снова будет невозможно. Перед классом поставлена задача поймать всех летающих демонов в классе и разобраться с ними. Класс испытывает смешанные чувства по поводу его возвращения, даже несмотря на то, что они спасли его, им не нравятся его сатанинские способности. И они с недоверием относятся к его намерениям и способностям. Они боятся, что он снова потеряет контроль над собой и причинит им вред. Юкио вытаскивает его оттуда и отводит в отдельный класс для ускоренного обучения. Шура присоединяется к ним, чтобы помочь ему с уроками. Тренировка начинается с полного раскачивания. Он должен научиться пользоваться своим пламенем без необходимости обнажать меч. Только так он может быть полезен в атаке, не теряя снова контроля над собой. Шура и Юкио вспоминают свои тренировки с отцом Фудзимото и бросают друг другу вызов на шутливую драку, в то время как Рин продолжает свою практику. Они обсуждают будущее Рина и Ватикана, который пристально следит за ними. Лысый сидит один на террасе в страхе перед Рином, он слышит мрачный голос с неба и два ярко-красных глаза, стремленных прямо на него. Темная зловещая фигура начинает принимать форму гигантской вороны, и прежде чем он успевает среагировать, демон вселяется в него и использует его тело, чтобы поступить в защищенную Академию Истинного Креста. Рид и Изума прерывают свою тренировку, когда слышат оглушительный звук в коридоре. Демоническая ворона пробралась в подвал, где он проходил обучение, и летит прямо в его сторону. Она призывает своих боевых лис, но от быстрого порыва ветра, вырвавшегося из ее крыльев, бумаги уничтожаются, а вместе с ними и лисы. Он пытается сразиться с демоном, но его быстро одолевают и бросают на землю. Раздается выстрел, и ворона ослабляет хватку. Юкио стоит в дверном проеме и целится в нее еще раз, в результате чего она разбивает окно и убегает. В очередной раз оборона школы была взломана, и у Мефисто не было другого выбора, кроме как созвать всех экзорцистов со всего острова на экстренное совещание. Студенты были поставлены на инспекционное дежурство, чтобы проверить каждую ловушку, расставленную вокруг кампуса, в то время как мастера-экзорцисты разбились на группы по двое, чтобы ищите местонахождение вырвавшихся на свободу демонов. Шура и ее коллега последовали за змеей Хуфу к заброшенному фургону. Но это был необычный фургон. Он служил воротами в другой мир, покрытый снегом. Она отправилась туда, чтобы поискать любую подозрительную активность и добраться до кладбищенского участка с лабораторией, которая использовалась для тестирования искусственной жизни. Эта практика была запрещена Ватиканом очень давно. Кто бы ни использовал этот альтернативный мир для своих заклинаний, он не замышлял ничего хорошего. Она вернулась обратно в его офис, чтобы сообщить о своих находках. Ворона высадила его на крышу, а затем начала напоминать ему обо всем том ущербе, который сатана причинил ему в его родном городе. Она пытается подпитаться его ненавистью и страхом, чтобы убедить его использовать демоническую силу и убить Рина, сына сатаны. Сопротивляясь этому поначалу, он наконец сдается обещаниям Гуфу, позволяет себе соединиться с демоном и направляется прямо в комнату, где он тренировался. Он притворяется, что получил от него удар, и выбегает к Субару и остальным, чтобы заручиться их сочувствием. Они все еще не подозревают, что в него вселилась одержимость, и набрасываются на Рин за то, что она использовала свое пламя и напала на одноклассника. Он пытается объяснить, что произошло, но его обрывает брат. Придя в ярость, посылает демону еще один удар, но вместо этого вырубает Лысого. Его отвезли в лазарет, чтобы он отдохнул. Когда он просыпается, он разговаривает с Субару и пытается поделиться своими
страхами, но демонический ворон одолевает его и завладевает его телом. Он выбегает наружу, чтобы предупредить остальных. Юкио и Рин находятся на территории кампуса и вместе тренируются, когда одержимый Балди нападает на них и использует ветровой барьер, чтобы остановить его пули. Его одноклассники кричат и напоминают ему о том, кто он есть на самом деле и что ему нечего бояться. Рейн говорит ему, чтобы он доверялся ему, и ловит его в тот момент, когда он размахивает своим мечом. Теперь совершенно очевидно, что кто-то там снаружи использует один из ключей Академии для проникновения в систему обороны. Чтобы облегчить переезд и отдохнуть от всего стресса, через который они прошли, класс решает устроить вечеринку-сюрприз на день рождения Изума. Но она узнает об их планирует и вместо этого предлагает устроить групповое празднование дня рождения каждого из нас. Они отлично провели время, готовясь к этому событию. Однако, к сожалению, Бог ведет себя в некотором роде придурковато по отношению ко всем обитателям этого мира, и еще до того, как вечеринка может закончиться. Юкио звонят и сообщают, что на их монастырь совершено нападение. Близнецы спешат в свой бывший дом. Прибыв на место, они видят, что там уже стоит группа полицейских, все помещение покрыто толстой паутиной, а на полу лежат два монаха, полностью завернутые в это странное вещество. Другие монахи пробуют разные заклинания, чтобы получить свое снаряжение. Нападавшим был человек в маске, который уже успел сбежать. Ринго разыскивает его, в то время как Юкио пытается остановить его. Он находит его в переулке, и человек в маске угрожает убить его и всех остальных, кто связан с сатаной. Перед тем, как убежать, он запечатывает меч своей паутиной. Его брат следует за ним по пятам, в то время как Шура сдерживает Рин. В башне с часами он находит одноглазого профессора, который ранее угрожал убить их, но прежде чем он успевает выстрелить, потолок рушится и он исчезает. Рин вернулся в Академию, пытаясь вытащить свой меч, чтобы помешать ему убежать самостоятельно, чтобы найти человека в маске. Злодей Юкио усыпляет его транквилизаторами. Вместе с группой обученных экзорцистов, они используют специальный талисман, чтобы отследить паутину, но заходят в тупик в канализации. Как только Рин приходит в сознание, Шира заставляет его надеть первую упряжь и научиться управлять своим пламенем, прежде чем он снова выйдет на бой. Он собирает всю свою силу воли и практикуется в использовании своих способностей контролируемым образом. Тем временем злодей в маске уже добрался до Академии Истинного Креста, и студенты отбивались от него. Они не могли сравниться с ним по силе и оказались в заложниках, пока полиция и другие экзорцисты, включая Мефисто, ждали снаружи. Юкио все еще пытается спасти своего брата, но попадает в паутину. Злодей в маске в отместку чуть не убивает одного из учеников, но Рен и Шура врываются в комнату и останавливают его атаку. Он активирует свое голубое пламя и умудряется растворить паутину, тем самым освобождая свой меч, а также всех тех, кто оказался в ловушке вокруг него. Одним быстрым движением он наносит удар нападающему, который приземляется на землю снаружи. Шура срывает маску и понимает, что это жена одноглазого профессора. Он отталкивает ее и позволяет своей жене убежать. Монахи в монастыре радуются своей победе и благодарят Рин за то, что она спасла их. К Юкио подходит незнакомый человек и отводит его к Эрнсту Фредерику, своему деду. Эрнст показывает ему фотографию своей мамы Юри. После резни в монастыре Ватикан злоупотребил своей властью и начал охоту на всех, кто связан с сатаной. Ее ложно обвинили в том, что она ведьма, и сожгли на костре на глазах у всего мира. Он также был заключен в тюрьму за то, что был отцом Юрия, и был вынужден держаться подальше от своих внуков, чтобы защитить их личность. За эти годы он собрал собственную армию в исследовательской лаборатории по борьбе с драгунами-демонами. Теперь он планировал возглавить Академию Истинного Креста и стать лидером рыцарей и экзорцистов, чтобы положить конец всему злу и воцарить мир. Он приглашает своего внука присоединиться к нему в этой миссии и стать его правой рукой. Вернувшись в Академию, Шими звонит Рин, чтобы помочь ей разобраться с ситуацией в ее саду. Он присутствовал на допросе одноглазого профессора, где узнал, что его жена умерла много лет назад от синего пламени сатаны. И все же криоконсерватор сохранил ее тело в своей лаборатории, где он проводил большую часть своих дней. Однажды вечером он обнаружил, что коробка была открыта, а ее тело пропало. Она сидела за их столиком и звала его. Он быстро понял, что в ее тело вселился демон, но у него не хватило духу причинить какой-либо вред своей жене. Поэтому он позволил себе насладиться этим дополнительным временем, которое ему предстояло провести с ней. К сожалению, это продолжалось не очень долго. Когда они сидели у костра, на нее напало голубое пламя. Это заставило ее вспомнить, как она умерла, и ее охватило желание отомстить. Рин добралась до магазина и вышла в сад, чтобы поискать Шими. Леди в уши, которую она нашла лежащей там без сознания, была Мишель, женой нежити. Когда он увидел ее, то сразу же выхватил свой меч и приготовился атаковать. Она вытащила кинжал и приставила его к своему горлу, но в конце концов упала в обморок. Шиги умоляет его успокоиться и не убивать ее, потому что она верит, что она не такая уж плохая. Он выходит и обнаруживает, что Ватиканская армия прибыла туда, чтобы уничтожить ее. Они вытаскивают ее оттуда, когда ее муж бросает свой меч, чтобы защитить ее. Его вот-вот убьют, но Рин вмешивается как раз вовремя. Видя, как он пытается защитить их, она понимает, что несмотря на то, что он сын сатаны, он все равно хороший человек. Шорберт пытается остановить его от восстания против ватиканской группировки, но безуспешно. Мишель получает пулю от одного из мужчин и умирает у него на руках. Чтобы их не арестовали, зеленые человечки возводят вокруг себя барьер из виноградных лоз. Армия отступает обратно в Ватикан, где они находят Эрнеста и Юкио на месте судей. Эрнест хочет полностью уничтожить Гену с помощью супероружия, которое они разрабатывали более 15 лет. Он приказывает всем экзорцистам
экзорцистам отправиться в крестовый поход и очистить мир от всех до единого демонов, независимо от того, хорошие они или плохие. Всем ученикам раздается специальное оружие для уничтожения демонов. Каждый раз, когда они убивают одного из них, их оружие становится все сильнее. Теперь единственное, что им остается, это найти врата между двумя мирами. Дедушка Юкио обещает ему, что он сможет спасти своего брата и вернуться в нормальное человеческое состояние, следуя инструкциям. Цепляясь за эту надежду, находит своего брата в лагере вместе с одноклассниками и вырубает его, чтобы забрать обратно в армию Ватикана. План состоит в том, чтобы использовать Рина в качестве жертвы, чтобы открыть врата в Гиенну, и он сдерживается, когда они начинают произносить свои заклинания. И Эрнст использует меч демона, чтобы вонзить его в землю и призвать темный мир. Наш план сработал, и врата открылись. Юкио потрясен тем, что его брату причиняют боль, и теряет веру в своего дедушку. Когда он входит в круг, его тело вспыхивает синим пламенем, и они понимают, что он тоже обладает силами сатаны. И вот теперь они пробудились. Ученики с недоверием наблюдают за тем, как события разворачиваются у них на глазах. На улице Шура ввязывается в драку с Артуром Энджелом. Как только ворота открываются, он приказывает бросить в ворота пруд с Суперуэем, но он недостаточно прочен и не причиняет никакого вреда. Вместо этого огромный рой демонической саранчи вылетает наружу подобно густому дыму, поглощая все, мимо чего они проезжают. Урны падают в ворота и начинают засасываться внутрь. Юкио слышит голос отца Фудзимота и понимает, что это сатана разговаривает с ним. Он пытается бороться с этим чувством и обвиняет его во всех плохих вещах, которые произошли. Именно в этот момент сатана показывает ему воспоминания об истине. Юри была послана своим отцом на поиски демонов и убийство их. Однажды, когда они прогуливались по лесу с привидениями, все ее спутники вспыхнули синим пламенем и рухнули на землю, но она осталась невредимой. Она решила вернуться на гору и поискать это пламя, а через несколько дней нашла волка, который светился синим светом. Он казался агрессивным и пытался укусить ее, но она ласково заговорила с ним и успокоила. В волка вселился сатана, и вместо этого она предложила себя в качестве хозяина для него. Они провели вместе много месяцев, пока она показывала ему, что значит быть живым и человечным. Ее отец, глава Ватикана, узнал, что она была одержима им, и приговорил ее к смертной казни. Она уже вынашивала его детей, и с помощью своих способностей он помог ей сбежать в пещеру в горах. Отец Фудзимота и Мефисто были посланы за ней, чтобы найти и убить ее вместе с младенцами. Однако, когда он нашел ее в пещере, она скончалась сама по себе, и он не смог заставить себя причинить вред близнецам. Поэтому он решил забрать их к себе и воспитать хорошими людьми. Мефисто тоже согласился с этим планом. Юкио связался с Эрнстом и спросил его, правда ли это. Он подтвердил, что это правда, и в ярости ударил его огненным пламенем. Этот момент сильной ненависти и слабости дал сатане шанс завладеть его телом. Рин просыпается и видит, как Юкио преображается, и вскоре понимает, что сатана завладел его телом. Сатана знает, что так же, как и в прошлый раз, у Рина была возможность закрыть все врата и разрушить его планы, поэтому он планирует назначить ему первого партнера. Его друзья вступают в бой и бросают вызов, используя множество различных заклинаний и навыков, но ни у одного из них нет ни одного, у него перед глазами появился шанс. Он быстро сбивает их с ног до тех пор, пока в драку не вступает Шура. Она приказывает Шиме забрать остальных и отступить в более безопасное место. Как только они вернутся в Академию, они придумают план, как закрыть врата и победить сатану. Она хочет уничтожить тело Юкио, но он убеждает ее дать ему шанс спасти своего брата. Весь остров утонул в демонических монстрах, которые были выпущены на волю из Гиенны, поэтому остальная часть класса отправляется на миссию, чтобы помочь эвакуировать всех и спасти их от гибели. На нас напали эти вредители. Одного за другим они собирают всех желающих в специальной безопасной зоне, куда демоны не могут попасть. Шур и Рин возвращаются на террасу. 1 числа она пытается вызвать Юкио из его тела, но терпит неудачу. Следующим входит Шими, умоляет его прислушаться к ее голосу и пробиться наружу. Сатана хватает ее и поднимает на ноги, в результате чего Рин выходит из своего укрытия. Он окликает своего брата и напоминает ему об их узах. Юкио слышит его голос и пытается вырваться из объятий сатаны, но прежде чем ему удается полностью прийти в себя, он стреляет в Рин. Этот шок приводит его в полную ярость, и он берет под контроль свое тело. Чтобы спасти своего брата, он пытается застрелиться и отослать сатану обратно, но тот останавливает его и выводит из состояния одержимости. Несмотря на то, что сатана был изгнан из тела Юкио, он все еще обладал властью в человеческом царстве и намеревался уничтожить все вокруг. Артур Энджел со своим мега-мечом, Шура с ее трансформирующимся клинком и превосходными боевыми навыками. А также два брата объединили свои силы для борьбы с демонами, которые появлялись на свет. Им удалось уничтожить большое количество врагов, но они все равно были побеждены и побеждены. Врата Яханы надвинулись на город, уничтожая все на своем пути и создавая новые порталы для проникновения демонов в царство. Кот Куро нашел дорогу на террасу и превратился в великана, чтобы нести братьев на спине и помогать им следовать за вратами. Путешествуя по демонам, они использовали свою силу, чтобы убить как можно больше людей. Тем временем количество монстров увеличилось настолько, что они смогли прорваться через безопасную зону Академии и проникнуть в залы. Они уже не чувствовали себя там в безопасности. Экзорцистам вместе со студентами удалось быстро придумать план проведения недели чаевых во враге. Они собрали все зеркала, которые смогли найти в Академии, и сложили
их стратегически так, чтобы они были обращены друг к другу. Как только каждое зеркало отразилось от другого, они открыли дверь снаружи и позволили солнечному свету попасть на зеркала и увеличиться, а затем направили его в сторону монстров. Мощные солнечные лучи обожгли их и ослабили их силы, и они начали отступать. Это дало Рин и Юкио возможность нанести удар и разрушить врата. Они объединили свои силы и превратились в птицу, которая доставила их к воротам. Они ударили по ней мечом демона, отчего она взорвалась ярким синим светом. Сатана был побежден, и город был спасен. Братья вернулись к своим друзьям и отпраздновали свою победу. Месяц спустя, когда начались занятия в академии, все вернулось на круги своя.